Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, это Польза.нет Live, и это последний из магикан, несказанная радость iQOO Neo 9S Pro Plus, который у меня пережил утопление. Почему пережил? Потому что он у меня кирпичился вчера, и вы можете, в принципе, написать, что здесь камера стала хуже или микрофоны хуже, потому что туда попала вода, но с другой стороны у меня просто бешеное количество исходников фото и видео до того, как я тестировал его водой, что делать нельзя. Потому что здесь а-ля IP64, и то не факт. То есть шестерка — это защита от пыли, четверка — защита от влаги, и, повторяюсь, не факт, что она вообще здесь есть. Вода в iQOO и Vivo попадает очень просто, но, с другой стороны, Vivo X200 Pro Mini, который я тестировал в аквапарке, на пользу стрима можете посмотреть, тест, или даже здесь тесты в аквапарке, они прожили. Так вот. Чтобы был подобный контент, где вы видите, как отрабатывает камера на штативе, больше 100 уже роликов есть, вы можете слушать это без звука, точнее, правильнее сказать, не слушать. Смотри-ка, вот, чтобы оценить, насколько работают хорошо те или другие камеры в одинаковых условиях с одним и тем же лицом в одной и той же локации с одним и тем же солнцем. Здесь, кстати, как вы знаете, погода-то особо не меняется от месяца к месяцу. Ставим лайк, можем отключать звук и смотрим, как работает смартфон с светом, цветом, изменениями. Допустим, здесь можно переходить на ультраширик в 4К 60 FPS. Единственное, на фронталку не перейти, и слава всему, потому что фронталка здесь печальна. Но, возвращаясь к нашей истории, Vivo X200 Pro Mini не утонул из последнего BBK, и этот смартфон, получается, реанимировался. Я не вижу, чтобы он сильно пострадал в плане видеосъемки. Вполне возможно, точнее точно, в длительном использовании повлияет то, что он был утоплен. Но, как говорится, это не ваша проблема. Тысячный раз повторяюсь, советую бэушные девайсы не покупать. Покупайте новые и желательно в проверенных магазинах. Что я хочу сказать об этом устройстве? Первое. Здесь полноценный у нас, может быть, местами чуть-чуть урезанный. 8 Gen 3, опять же, урезанный программно, то есть аппаратно у нас здесь полноценный 8 Gen 3. Не 8S Gen 3, не 4 Galaxy, ни что, а 8 Gen 3. С ним идет зарядка быстрая, притом он заряжается нереально быстро, 30 минут плюс, кому как, иногда там 36, иногда 38. У него пластиковый корпус, и этот смарт уже купили просто бешеное количество людей, и купили они в районе его $300 плюс-минус. Кто-то умудрился с таможней за 260 плюс таможня, но в общем в итоге 300-350. И чем он народный? Мне кажется, что это последний народный смартфон, потому что Neo 10 стоит уже совсем других денег. Но не будем о грустном или о счастливом. На Neo 9 Pro, кстати, у меня уже обзор был на канале. На 9S Pro сейчас вы видите. Долго снимать не буду. Во-первых, у меня приятное ощущение от этого смартфона не только по той причине, что он после утопления выжил, но и по той причине, что он мог непрерывно у нас снимать несколько часов без потери кадров в 4К 60 FPS, что не смог Vivo X200 Pro Mini. Так что не всегда избыточная мощность, она интересна. Нам интересно больше намного программная часть и как все это дело оптимизировано с охлаждением и всем остальным. В играх волшебный смартфон ест, да, периодически минимально, то есть он там ест в PUBG New State, у нас поедал 21%. И да, тут был просто молниеносный тач первые 15 минут игру, потом он стал тягучий чуть-чуть, но от этого смартфон хуже не стал однозначно. Если говорить про видеосъемку, я сравнивал его с Xiaomi 14T, если по фото, по основному модулю местами даже iQOO ушатывал 14T. Фронталка здесь мракобесная, 1080p. И я примеры не буду вам скидывать. Но экран, прямые грани, простой дизайн. Мне вот прям нравится, что он просто простой. И довольно приличное железо. Плюс, разумеется, русский язык. Но без подводных камней, как говорится, ничего не обошлось. Почему? Потому что нет 20-го бенда, который используется в России, особенно на юге. И помимо этого агрегации частот, разумеется, не глобалки. Помимо этого iQOO счастливым лицом благополучно зашли на российский рынок с такими конскими ценниками, что можно предположить,
что они будут как Realme или OnePlus. Это все бывшие BBK до 23 года. Realme, OnePlus и Oppo блокировать свои китайские смартфоны, а эта модель китайский смартфон. Вероятнее всего никакого блока не будет, но у тебя всегда будет в голове 20-й band, почему плохо ловит, агрегация частот. И, возможно, если они заведут правило блокировать китайские смартфоны за пределами, могут. Допустим, по поводу того, кто это делал, кто это не будет делать. Последняя информация, может быть, это, кстати, и пуля, что Tecno за пределами России смартфоны для России блокирует. Но, опять же, это все... Я это не тестировал, у меня этого не было. У меня были блоки на опповских смартах, у меня были блоки на смартфонах от Realme и были блоки от смартфонов от OnePlus. То есть у меня даже на айкушных блокировок не было. Но последний, кстати, продавец, который мне продавал iQOO 13 и Realme GT7 Pro китайской версии, скоро, кстати, на них будут подобные обзоры, он мне почему-то написал, что он iQOO разблокировал на звонки. Мне кажется, это пуля, и он просто хотел попозже отправить мне девайс, но надеюсь, что это пуля. Так что я не разгоняю, но когда-то про Realme, OnePlus и все остальное я говорил плюс-минус то же самое. Поэтому ванговать не буду. Надеюсь, что то, что они пришли в ценник 2,5 относительно Китая со своими там iQOO всякими 12-ми в ритейл, это как-то откорректируется. Ну и откорректируется не ценой на китайские смартфоны. Вот так сможете снимать на основной модуль, ультраширик и X2. И, наверное, здесь же подзаканчиваю под этот ветер. Смотрите, мини-джека, разумеется, нет, этот программник есть. По поводу iQOO, если брать, допустим, этот смартфон, это понятно, я бы еще подумал, чтобы брать его или другой, потому что за эти деньги у тебя в основном либо iQOO-шки, либо Xiaomi 14T глобальный, а он местами хуже. И есть смысл в том, чтобы рассматривать подобное устройство. Зарядка быстрая, беспроводной зарядки, разумеется, нет. Защита от влаги, вот это вот, кстати, такая штука не особо приятная, но, как мне правильно говорят, будь аккуратней. Просто когда ты суммируешь с оповещениями, то же самое надо будет настраивать. И не от всего все равно у вас будут приходить оповещения. Вы можете уже посмотреть в обзоре у меня на iQOO Neo 9 Pro Plus. Опять же, вот на этот смарт. Полноценный обзор на канале. И там есть уже комментарии купивших. И все круто, только вот от чего-то все равно оповещалку не настроить. И вроде бы это мелочи жизни, но оповещалки, 20-й band, агрегация частот, защита от влаги нет за 300 баксов плюс. Какой-то супер звук, здесь он рандомный. Вот, кстати, прикол еще со звуком и шимом. Во-первых, там можно в заводских настройках включить, что у тебя будет широкоимпульсная модуляция, ну, проще говоря, меньше шим, но... Уже есть комментарий человека, который продал этот смартфон, потому что шим космос, а я подтверждаю, ты ее врубаешь, у тебя сегодня 2%, а завтра какого-то лешего на 100% яркости 22%. Яркость я пиковую увидел здесь 1300, 1100 и 1700. То есть экран рандомный. И по звуку, если вы обратите внимание, если у вас есть этот смартфон, разные игрушки, разная громкость и разный перекос звука. То есть сказать, и это было до утопления все, что здесь прям все вылизано, ну нет, вибра хорошая, звук хороший, но, говорю, местами он тихий, непонятно по какой причине. По поводу кодеков человек тоже написал, а PTX адаптив у него почему-то не подрубается. Не существует идеальных девайсов, и в глобалке тоже. Но когда Дамоклов меч висит в плане пропихивания айкушных глобалок на российский рынок с ценником от 50% плюс до X2,5 плюс, здесь возникает вопрос, нет ли опасности вот этих счастливых потом кодов, подтверждений и всего остального. Но в целом, если вы приобрели данное устройство, я вам по-хорошему завидую, какая-то здесь дымка началась. И это может быть он... Да, это он запотел, прикиньте. Все-таки влага попала. На ультраширике такого нет. Буду прогонять, скорее всего, влага уйдет из него. Каким образом уйдет? Все очень просто, так же, как в Xiaomi, помните?
влага внутрь не попадала, а влага была при заводской, получается, сборке. И когда попадала во влажность высокую и в холод, сейчас, кстати, прохладненько, она начала испаряться. В общем, притом самое обидное, в 4К 30 FPS его довольно долго гонял, и он не потел. А тут, видите, вышел на улицу и все. В целом, девайсу однозначно от меня да. А если его купили за 30-ник, вообще огниво. За 40 я бы подумал 3 раза, потому что в 40 тысяч можно купить бешеное количество устройств, они некоторые будут лучше. Подписывайтесь на канал с колоколом, буду его гонять дальше. Если все пройдет у него, тогда буду, при любом раскладе, даже в таком состоянии пытаюсь продать людям, которые меня смотрят. Всем, кто, опять же, они будут знать проблему, смотрит, огромное спасибо за просмотр. Сегодня стрим у меня прожарка Vivo X200 Pro. Приходите, пообщаемся. Там тоже есть свои вопросы к нему. Добра и удачи вам, дорогие друзья.